Друзья, поэтому купил вот такие 3 бутылки. Вот, и сейчас мы попробуем их залить. В случае, если он взорвется, у меня взорвется радиатор, я вам об этом скажу в видео. Ой, блядь, сука! А, пизда! Ёбаный в рот! Здоровенько всем, и в это воскресное утро великолепное, лесное, я решил вам записать видео, потому что я столкнулся с определенной проблемой летом. У меня не работает ни один из вентиляторов охлаждения двигателя, и поэтому для начала хотя бы очень важно, чтобы у меня нормально работала система охлаждения именно радиатора. Ну вот в чем проблема. Дело в том, что радиатор в этом Мерседесе, скорее всего, не мыли со дня его производства, а именно с года 95-го, наверное, потому что вот какая проблема. Антифриз сразу же становится ржавого цвета, как только ты его начинаешь заливать, а это говорит очень о многом. Прежде всего о том, что система охлаждения полностью забита. И я принял решение, что я буду сюда заливать воду. Вот 2 недели я заливал сюда воду, потому что ничего дороже воды обыкновенной с колодца сюда заливать смысла нету, потому что вот смотрите, каждый день я откручиваю вот эту крышку, и каждый день я наблюдаю вот такую вот картину. Видите, вода там становится такого цвета. Это не масло, это ничего. Это именно, друзья, ржавая вода, которая сливается каждый раз с моего радиатора. И что я, друзья, прежде всего вот решил сделать? Я уже покупал вот эти все очищайки радиатора. Честно говоря, в моем случае они не помогают, потому что вода как была ржавая, так она и выливается. Я решил более такой бюджетный вариант найти для себя. Я помню, как я очистил свой чайник от накипи. И вы все знаете, что если прокипятить обыкновенной лимонной кислотой, то в принципе все должно нормально там выкипятиться. Но, к сожалению, моей машине тоже это не помогает, потому что вода вообще черная выливается. Ну и тут я наткнулся на пару статей и на пару видео в интернете. Решил я все-таки залить именно то средство, которое по какой-то причине не продается в автомобильных магазинах, а это именно Кока-Кола. Друзья, да, Кока-Кола. И вы скажете, что я в конец ёбнулся, но на самом-то деле это абсолютно не так. Потому что в этой Кока-Коле содержится такая штука, как ортофосфорная кислота. А насколько мы знаем, это великолепная штука для того, чтобы не только растворять наш с вами желудок, а чтобы и мыть радиатор от различных отложений. Также тут есть лимонная кислота, и поэтому это очень, конечно, хорошо сыграет. Ну, я просто, если честно, слышал, что вообще такое делают, но никогда в жизни не пробовал, и поэтому я на акции купил 3 бутылки. Конечно, я не удержался, уже какие-то из них подпил, именно без сахара, потому что, ну, надо, если уже выебываться, так выебываться уже до конца, друзья. Поэтому купил вот такие 3 бутылки, вот, и сейчас мы попробуем их залить, слить нашу старую жидкость, посмотреть, это воду, и залить Кока-Колу. Ну что, друзья, поехали. Это очень интересный эксперимент. И, честно говоря, его уже люди делали, но они делали их на Жигули. А так как Мерседес, в принципе, недалеко ушел от этой великолепной марки, именно мой Мерседес в моем состоянии, как видите, то, в принципе, можно попробовать.
Во всяком случае, если он взорвется, у меня взорвется радиатор, я вам об этом скажу в видео и вас предупрежу об этом. Ну что, друзья, давайте сейчас сливать старую вот эту воду. Опять же, друзья, это не антифриз, поэтому зеленые могут расслабиться. Там внизу есть краник, если вы видите красный. Мы его просто откручиваем. Где он тут? Я уже должен был выучить это движение. А, вот. Я его выучил правой рукой. Откручиваю его. И, как вы видите, это все сливается на наш асфальт. Ну, несложно догадаться, что это полнейшая ржавь, которая сливается. Это не масло, опять же, это ничего. Это ржавая вода. Видите, я поддон свой потерял. Пластмассовый надо купить обязательно. И вот такая вот вода, такого вот цвета. Ну что, друзья, вот я уже слил всю воду, и сейчас мы приступим к заполнению радиатора, наверное, самым популярным раствором для очистки радиаторов в мире. Вот, и приступаем к заполнению радиатора колой. Для того, чтобы вы посмотрели, что я ничего там не добавил, вот посмотрите. Обыкновенная кока-кола. Вот, не рекомендую, конечно, так делать, только в крайних случаях, потому что средство достаточно ядреное, хоть и без сахара. Ну что, друзья, все, поехали. Была не была. Заливаем. Ну что, машинка, надеюсь, что ты мне будешь благодарна после этого. Одна бутылочка ушла. О, прямо там слышится, как газы выходят. Берем вторую бутылку. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. Посмотрите, там все уже бурлит. Там уже целый праздник. Надо подождать, чтобы вышли, я так понимаю, газики. Вот я представляю, что будет, если это все там нагреется. Она же просто, ну не знаю, разорвет патрубки, наверное, от того давления, которое там будет. Пацаны, чирах и риск ради эксперимента нашего блогерского. Я, по-моему, немножко спешу. Ну что, и пошла третья бутылка. Ну что, вот ушли 3 бутылки кока-колы, и весь наш расширительный бачок заполнен колой. Сейчас я думаю, что необходимо завести машину, включить печку для того, чтобы это все начало гоняться по системе и немножко все-таки, чтобы газы эти вышли, потому что я боюсь, что я домой просто не доеду, у меня что-нибудь реально разорвет. Необходимо поездить, кто-то говорил там 150, кто-то говорил 250 километров. Покатаюсь денек, потом солью это все, покажу вам результат. Более того, что расширительные бачки Мерседеса, помимо самой вот этой модной крышки, которая не дает возможность создаться избыточному давлению. Вот видите, она у меня уже поизносилась, но все равно, в принципе, нормально работает. Плюс еще тут есть шланжик такой, если давление избыточное, то она отсюда сразу выводит жидкость, поэтому все, в принципе, нормально. Ну что, ездим, и дальше будет включение, расскажу о результатах, пацаны. Так что не переключайтесь. Вот, это еще даже не лето, пробка. Вот куда выливается ваша кока-кола. Если немножко постоять, если не работают аварийные вентиляторы и вискомуфта. Ну, пахнет кока-колой, да, машина пахнет кока-колой. Ой, блядь, сука. А, пизда. Ёбаный в рот. Что это такое, блядь? Ну все, извержение вулкана. Это первый вулкан из колы человечества. Пиздец, все засрало, блядь, этим говном. Ну что, пацаны, вот давайте сливать уже эту кока-колу. Мне уже она просто надоела. Я вам серьезно хочу. Посмотрим вообще, как она чистит, не чистит. Ну давайте. Сливаем, короче.
открываем. Ну, смотрите, она как и была кока-кольного цвета, так и осталась. Плюс у меня еще, как помните, фонтан образовался. Я туда 3 литра воды налил. Поэтому, ну, не знаю. Я не могу вам советовать, заливать ее или нет. Может быть, она что-то прочистила. Но с моим радиатором тут нужно вливать и вливать. Еще вот звонил хороший человек, Ваня Сковинский. Сказал, что старые газелисты промывали свои газели, там, зилы сывороткой молочной. Потому что там есть молочная кислота, и она очень хорошо промывает. И потом после этого пахнет, знаете, как будто пирожки пекут из машины. Ну вот, смотрите, все это вылилось. Поэтому все как было грязное, так и осталось. Сейчас возьму еще лимонной кислоты, налью. И опять буду промывать дальше. Потому что радиатор максимум загрязненный. Еще пацаны подходят, говорят, ну вот, есть какое-то средство там очень сильное. Стоит там 7 или 8 долларов. Двойной степени очистки. Вымывает все, что угодно. Но они мне скажут, конечно, как оно называется, посмотрим. В общем, будем смотреть, будем промывать, потому что ужасно грязный радиатор, ужасно. Машина кипит, и вентиляторы не работают. Будем этим заниматься, потому что поведет голову, и будет блог закончен, пацаны. Ну что, разбавляем лимонную кислоту и опять вливаем. Это уже... Ну, не знаю, я уже 30 пакетиков лимонной кислоты влил. В итоге, в общей сложности, наверное, литров 200 я промыл. Литров 200 воды туда-сюда у меня походило. Ну и вот таким вот образом я все это промываю. В общем, это процесс не быстрый, пацаны. Если у вас более чистый радиатор, вы управитесь быстрее. Вот. А я, наверное, этот выпуск будет заканчивать, потому что я не знаю, когда он сам по себе закончится. Ну, в общем, как промывать, вы поняли. Хотите молочной сывороткой, хотите лимонной кислотой, хотите, если не жалко, колу вливайте. Ну, в принципе, хрен его знает. Также промывает на самом деле. Вот, хотите спецсредства, ищите какие-то. Можно промывать всем чем угодно. Самое главное, чтобы радиатор был чистый. Вот это важно. Ну, все, пока.